Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Goodwin Vintage. Продолжаю искать клад на различных свалках. Нахожу иногда интересные вещицы, показываю вам, мои дорогие зрители. И сегодня я продолжу разбирать коробку, которую нашла на свалке. Досталась она мне за $4. Сверху этой коробки была вот такая штуковина. Это так чемоданчик, на секундочку, с пластиковыми отделениями. Тут было много интересных, классных вещичек. Видео, кто не посмотрел прошлое, посмотрите, интересно будет. Ну, а сегодня хочу продолжить поиски клада. В общем, много здесь чего интересного я обнаружила. И, в общем-то, давайте приступим. Первое, что здесь был вот такой распределитель, линейка для сбора украшений. Думаю, что она мне пригодится. Какая-то рукодельница обладала этой коробкой. И здесь несколько вот пластиковых таких ящиков. Вижу также, ну давайте сначала все ящики достану. Здесь вижу и пустые ящики. Здесь вижу и ящик для рукоделий. Тоже думаю, что его не буду я там особо рассматривать, на нем останавливаться. Следующий ящик наполнен. Его тоже разберем сегодня. Следующий ящик вообще тяжелый, еще более, так сказать, наполнен. И на дне этой коробки вижу, так, сначала все это вот так уберу, вижу вещицу, которую хочется побыстрее взять и рассмотреть. Это вот такая кошечка с кристалликами, голубыми глазками сверкает. И я уже знаю, что это такое. Это флакон. У меня, кстати, есть флаконы тоже с кошечками. Я люблю кошек. Сразу такой пошел резкий запах. Не люблю, конечно, как пахнет именно старинная парфюмерия. Уже, как говорится, срок годности у нее истек. И это, по всей вероятности... Так, вижу, это Avon. Так, минуточку, возьму свою лупу. И сразу захватила тоже предметики из этой же категории, тоже вам покажу. Так, это... Вижу Avon. Год хочу найти. Здесь не написан год производства. В общем, вот такое себе вещица классная. Я очень люблю кошек. И сейчас вам покажу тоже вот такую кошечку. Это тоже флакон. Но флакон, мне кажется, более такой интересный. Молочное стекло. И здесь тоже Avon. Вот такие интересные флаконы. Здесь тоже он открывается. Да. Здесь получается вот эта насадка и сам флакон. Такая тоже интересная вещица. Коллекции кошек у меня прибыло. Я коллекционирую кошечек. Думаю, что вот эти вот две статуэтки, флакончики, так, чтобы смотрела правильно, тоже пополнит мою коллекцию. Великолепные, да? И еще захватила, чтобы вам показать, вот такой флакон, колокольчик. Очень красивое кобальтовое стекло с гранением, такой с огранкой. И это тоже Avon. Нью-Йорк, Avon. Посмотрите. Старая этикетка. И это тоже парфюм. Такой флакон. Ну, тоже здесь уже, конечно, парфюма самого
нет. В общем, Avon уважаю. Интересные вещицы можно встретить не только в плане там бижутерии, но и вот парфюмы оформлялись тоже так интересным образом. Ну, давайте приступим к разбору коробки. Сейчас в более комфортное, удобное местечко переместимся. Буду разбирать вот эту вот коробочку. Давайте приступим. Так, переместились в более привычную для разбора различных украшений формат, так, чтобы было все видно, чтобы ничего не пропустить. И будем сегодня разбирать именно вот эту коробку. Так, ну, если видео длинным получится, немного переведу в другое видео, так что ничего страшного, торопиться не будем, все это сегодня разберем. Буду брать по одному предметику и буду вам показывать, рассказывать, что я здесь вижу. Так, первая вещица — это такой кулон, предположительно с марказитами, по-моему, был вклеен кристаллик, здесь видите следы клея, и сам кристалл на амальгаме, очень яркий такой красивый кулончик. Это первая находка. Следующая находка — это вот такое нечто, тоже часто встречается, вот подобное, нитки такие бус. Это Germany, New Germany. Их нужно ремонтировать, пересобирать. Как раз в помощь пойдет вот эта вот линеечка. Думаю, тоже она мне пригодится. Но очень красивый сам вот такой элемент застежки. По-моему, она стеклянная. Нет, это все пластик. Ну да, в стиле Germany. Такое крепление. По-моему, думаю, стоит с этим повозиться, если застежка рабочая. Так, минуточку. Да, застежка в рабочем состоянии. Думаю, что с ними повозиться стоит. И похоже, у меня что-то бусы есть. Думаю, что стоит добавить эти бусины. Здесь вот разрыв на 2 нитки, да. Как-то нужно их что-то с ними сделать. Здесь есть еще такие бусины. Так, практически таких бусин осталось мало, практически их нет. Так, ну буду что-то добавлять, разбавлять. Бусы сами по себе интересные. Так, следующее, что здесь. Вот такой элемент. Вот как жаль, что отсутствуют вот эти маркизы, кристаллы. Даже не знаю, какого они цвета. Практически это могли быть и разноцветные кристаллы. Такая винтажная штучка. Колье даже. Нельзя это назвать колье. Здесь, по-моему, не хватает также и крючочка. В общем, я не знаю, стоит с этим как-то заморачиваться или нет. Посмотрю, если есть идеально подходящие по размеру кристаллы, то я их вклею. Труда не составит здесь, видите, именно, без крапанов, а именно вклеенные были кристаллики. Но вот этот элемент очень красивый, мне нравится, не хочется его, так сказать, терять. Стоит даже, наверное, или поменять цепочку, она тут вот цвет потеряла. Но вот эту деталь не хочется выбрасывать, хочется ее отремонтировать. Не знаю, что получится. Так, следующее здесь вот такое. Сейчас мешочки сразу все достану, что тут есть. И потом покажу, что в самих этих отделениях. А вот похожие тоже у меня есть. У меня серьги есть, а это здесь вот такие элементы в стиле безел крепления. Думаю, что это бывшие серьги. Попробую их восстановить. Швензы найти сюда и все. И будут вполне себе качественные. Сережа пришел. Как же без него?
Ну, ты тогда веди себя прилично, раз пришел. Вот такие вот кристаллики. Тоже надо их восстанавливать. Так, ну и здесь у нас остались отдельные бусины. Ничего такого ценного тут я не нахожу. Такой зеленый кристалл красивый. Зеленые вот такие бусины. Сейчас покопаюсь. Вот что-то вот натуральный камень. Здесь что есть? Такая застежка. Ну, в общем, сборная солянка, ничего ценного, но бусины интересные, вполне можно их использовать. Так, ну давайте к другой коробке приступим. Вот эта вот коробка, большие, так сказать, надежды я на нее возлагаю. Все-таки она и большая, и прям тяжеленная такая коробка. Не знаю, что здесь. Давайте ее будем разбирать. Так. Сейчас, минуточку. Так, ну все. Проникли вовнутрь. Вот так вот это все добро выглядит. Буду брать по одному предметику и даже кучей буду брать. Здесь и мешочки какие-то есть, и такие какие-то детали. В общем, как-то так. Здесь есть такая сережка, серьга клипса. Так, я вам сейчас покажу участника. Участник. Так, а здесь у меня масло авокадо. Не мешай, веди себя прилично, Сережа, хорошо? Слушай и смотри. Так, и здесь вот такое, как я уже сказала, одна серьга одиночная, что-то с ней не так. Боюсь ее сломать, но что-то с ней явно не так. Ее как-то надо выправлять или нет, хотя вот такие кристаллики, одиночная. Не представляет интереса. Здесь вот какие-то детали. Кстати, вот таких деталей я нашла вот тут целый мешок. Много. Я не знаю, для чего их использовать нужно. Для украшений сбора. В общем, таких элементов очень много. Хорошо. Для чего они предназначены, я не знаю. Они разные абсолютно. Прозрачные, вот такие. Кто знает, напишите, пожалуйста. Уж очень их много. Мне это напоминает, честно говоря, вот старинные старые елочные гирлянды, да, кто помнит, может быть, тоже стеклянные были, вот с такими трубками, ну, более крупными. А здесь вот их огромное количество, и они разного цвета, практически одного размера. Ну, в общем, не знаю, тут, по-моему, здесь ничего больше, кроме вот этих деталей, нет. Здесь покопаться, что здесь вот какой-то соединительный такой момент. В общем, как-то вот так. Целый мешок вот таких штучек. Напишите, кто знает, для чего оно нужно. Так, ну давайте. Здесь что идет? Ага, поняла. Это скреплена два элемента. Это вот браслет. Такой толстый. Со шлифовкой. Так, маркировки нет. Он такой тяжелый довольно. И колье, как я понимаю, тоже маркировки нет, но похож как комплект. Думаю, что просто их самостоятельно собрали. А здесь тоже нет маркировки. А здесь вот такой кристаллик. Тоже похоже у меня что-то есть. Но у меня есть с арбузным стеклом. А здесь вот простое, как это форма, когда форма огранки называется, когда вытянутая. Вот такая вещица. Это вещица. Так, идем дальше. Беру все подряд, мои дорогие. Не знаю, что тут еще есть. Коробочка вот такая. И я вижу, это коробочка с швензами для застежки пинов, брошь. Здесь вот какой-то такой элемент. Ну, тоже, как говорится, в хозяйстве все сгодится, да, все пригодится.
такое, что это браслет. У меня браслет есть такой, а это колье. Колье-чокер. Немножко есть потемнение металла. Такая подвижная вещица. Думаю, Сереже она хорошо подойдет, как такой вот ошейничек. Сереж, как ты на это смотришь? Смотри. Нравится? Нравится ему. Ему это все нравится. Такая подвижная вещица. Так, идем дальше. Буду прямо сейчас сразу все достану, чтобы мне побыстрее все это рассмотреть. Здесь какие-то цепочки со стеклянными бусинами, по-моему, тоже что-то такое есть у меня. Следующее. Ну, конечно, вот я сейчас вижу, что именно вот эти вот коробки, они вообще ни в какое сравнение не идут с той одной коробкой, ради которой я схватила этот большой ящик. Так, а здесь, ну, в общем, еще, как говорится, не конец. Есть еще время и что рассмотреть. Это вот такое нежное колье с гранатовыми бусинами. Тоже вещица такая нежная, красивая. На шейке тоже будет хорошо смотреться. Нежнейшая вещица. То здесь, по-моему, бусины из гранатового стекла. Тоже такая вещь. Так, следующее вот это. Тоже похоже у меня есть. Это пластик. Собран на цепочку. И похоже на... кора, цепь. Здесь, видите, как бы скрепление, но нет застежки. Думаю, что застежка была, и ее куда-то в другое место приспособили. А так вот я смотрю, жемчужины, ну, искусственный, конечно, жемчуг в хорошем состоянии. Такая вот нитка длинная. Так, а вот я тут вижу, что есть и вторая серьга. Так, где первая? Вот тут вот. Да, вот такая парочка. Винтажные серьги, клипсы с красивыми кристалликами. Они вот только как-то так переворачиваются, я даже не знаю, как их вот так. Да, вот так они отвисать должны. Так, идем дальше. Здесь что-то, нитка. Даже не нитка, а что-то, детали от бус. Все в разорванном виде. Тоже похожие часто встречаются, но это явно 70-е годы. Но сочетание цветов очень красивое. Я сейчас вижу, как-то они переливаются, их просто помыть надо. Украшения все такие грязные. Нужно их чистить. Такое вот сочетание цветов, как я уже сказала, красивое. Насыщенно розовое, как пурпурное, переходящее в синий. Очень такая вещь интересная. Да, и в конце видео я вам покажу еще одну вещицу, которую нашла вместе с этой коробкой. В прошлом видео не показала вам. Так, здесь дальше идут опять вот эти вот элементы. Я не знаю, для чего это. Такие вот трубочки. Здесь вот такие какие-то есть, крученые. Разные всякие трубочки. Так, здесь вот кольцо. Есть следы износа. Что? Что? Есть следы износа. Размер. Ну, размерчик мой. Такое объемное кольцо. Так, а что здесь? Кристаллики или что? Есть маркировка или нет? Думаю, что маркировки нет. Но здесь вот есть кристаллы. Есть и потерянные кристаллы. Видите, думаю, что маркировки здесь нет. Такое вот колечко. Так, и что тут еще? Вот такая вещица. Думаю, что это тоже самодельное что-то. Хотя вот этот вот кулон очень такой интересный.
покрыт стеклом и огранка есть. Думаю, что это самодельно. Здесь вот бусины кошачий глаз. Так вот. Думаю, что это что-то самодельное. У меня есть похожие, как это, типа четки. Тоже похоже очень. Так, ну и что тут у нас осталось? Вот еще мешочки. Так, ну что-то да, эта вот коробка меня прям разочаровывает. Думаю, что вы по голосу услышали, что я тут практически ничего такого ценного, интересного для себя не обнаружила. Здесь тоже вот handmade, это крест кто-то такой сопылел, собрал. И здесь, ага, здесь, по-моему, это что-то брошечка такая была. Флаг. Так, ну а в этом мешочке что? Буду прям сразу высыпать. Посмотрю, что тут такое. Ну это бусины. И здесь, кстати, вот я вижу детальки, которые мне нужны прям. Я показывала, что я находила кошелечек, ну как это называется, футляр для бижутерии, и там вот не хватает как раз вот таких вот элементиков. Сейчас, минуточку. Вот я показывала вам в одном из прошлых видео с находками, нашла вот такую шкатулку, гобелен, все классное. Но вот здесь не было вот этой вот именно штучки. Она как раз, если подойдет, то это просто будет супер. Мои дорогие, она подошла идеально. Ну, как говорится, по цвету не подошла, но по размеру, то есть крепление каких-то украшений сюда можно. Ну, думаю, что она предназначена, вот эта вот петелка, для более крупной какой-то шкатулки. Ну, думаю, чтобы, как говорится, в полном сборе это все было. Пусть и черного цвета, но все-таки это элемент такой функциональный. Здесь еще одна такая есть штучка, но я ее прям сюда же и размещу, пусть здесь и будет. Кто не смотрел прошлое видео, посмотрите. Вот эту вот шкатулочку нашла, она была абсолютно в новом состоянии, даже пленка вот здесь была покрыта. В общем, тоже такая вещица радует. Еще ничем ее не наполнила. Буду, как говорится, разбирать бижутерию и пополню украшениями. Так, а здесь я, кстати, вижу натуральные камни. Крошка натуральных камней. Здесь вот такой синий камушек. Такие натуральные камни. Довольно крупные. Здесь вот натуральный камень. Думаю, что если собрать браслетик, попытаться, тут похоже на кораллы. Моменты вот такие вот похожи прям на натуральный коралл, мои дорогие. Возможно. Возможно, это и есть коралл. И такие вот. В общем, в этом мешочке ценные бусины, скажу я вам. Вот эта бусина похожа на галиотис, кстати. Может, стоит, да, собрать нечто вот такое сборное, если хватит. Возможно, может, в той еще коробке, или покопаться вообще вот в этой большой коробке, может быть, тоже что-то отыщется из натурального. Короче, нужно присмотреться. Так, и сейчас вижу вот застежка. Тоже вещь такая, которая бывает просто необходима. Это, по-моему, стекло даже. Или какой-то натуральный камень, не знаю. Похоже, пластик. В общем, вот так, мои дорогие, закончился сегодняшний разбор. Не знаю, как говорится, радоваться, не знаю, огорчаться. Ну, в общем, конечно, хотелось бы найти чего-то такого более ценного, интересного, но в результате получилось, что крошка вот таких камней. Вообще, я так думаю, что это коробка для рукоделия. Ну, как-то случайно затесалась коробка с украшениями. Мои дорогие, напишите свои впечатления. Разочаровались ли вы вместе со мной или стоит продолжить искать клад? Есть еще у нас, да, одна коробка.
В следующем видео покажу. В общем, до конца разберем коробку, и, возможно, интересное что-то ценное удастся найти, отыскать. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.